Всем привет, друзья! Сегодня мы будем готовить очень интересную закуску. Много ингредиентов нам не понадобится, но поверьте, это будет безумно вкусно. Более того, такую закуску можно есть как в виде салата, так и основной ингредиент для брускетты. Подробности сейчас расскажу, а вы пока не забудьте подписаться на мой канал. Список ингредиентов вы видите сейчас на экране, а также такой же список я оставлю в описании под этим видео. И для начала главный ингредиент – это болгарский перец. Перец выбирайте сладкий, большой, мясистый. У меня 2 крупных перца. Если вы берете зеленый, то все-таки лучше разбавить этот перец каким-то сочным, желтым или красным перцем. Все-таки красный сюда идеально подойдет. Перцы мы помыли и теперь заворачиваем в фольгу, отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час. Теперь нам нужно подготовить помидоры. Для этого мы делаем небольшие надрезы и заливаем их кипятком. Мы это делаем для того, чтобы избавиться от шкурки. Нам она не понадобится, нам нужна только мякоть помидоров. Заливаем кипятком и оставляем на 15 минут. После этого мы с легкостью снимем всю шкурку. Дольше, чем на 15 минут помидоры в кипятке не оставляем, иначе они дадут лишний сок. Помидоры тоже старайтесь выбирать мясистые, можно даже немножко зеленоватые, для того, чтобы они были плотненькие. Если вы возьмете уже перезревшие помидоры, то получится такая каша, а нам в данном случае такое не подойдет, поэтому выбирайте мясистые, тверденькие помидоры. Нарезаем их мелким кубиком и сразу выкладываем в отдельную тарелочку, где мы и будем замешивать салат. Также нам понадобится фиолетовый лук, либо синий, его называют по-разному. Этот лук очень сладкий, я его всегда добавляю в салаты, и в данном случае он тоже себя очень хорошо проявляет. Нарезаем также мелким кубиком. Чеснок тоже нарезаем мелко, я не натираю его на терке, потому что здесь мне нужны именно крупные кусочки чеснока. Также нам понадобится свежий базилик. Берите 3-4 веточки, только обязательно листочки, стебли нам не нужны. Отправляем туда же к основным ингредиентам и все хорошо перемешиваем. Теперь берем консервированный тунец, обязательно в собственном соку. Всю жидкость предварительно я уже слила, для того, чтобы не было вот этой водянистости, которая здесь нам совсем ни к чему. Если у вас есть тунец в масле, то в принципе можете взять его, но обязательно масло нужно слить. Теперь добавляем прованские травы, это совсем не обязательно, но поверьте, лишним это не будет, так появляется такая интересная нотка ароматная, все же я рекомендую добавить травы прованские, тем более сейчас нет сложности их купить, очень прям рекомендую. Снова перемешиваем и отставляем в сторону. Сейчас нам понадобится багет. При желании вы можете испечь багет сами, но у меня обычный покупной багет, просто нарезаю его на кусочки толщиной примерно 1,5 сантиметра. И я буду обжаривать его на сухой сковороде, для того, чтобы получилась вот такая легкая корочка. Если у вас есть тостер, конечно, вы можете просто воспользоваться им, и у вас получится такая же корочка. Также, если вы любите чеснок, можно уже остывший поджаренный багет натереть чесночком, тоже будет безумно вкусно. Тем временем у нас уже запекся перец. Я осознанно не запекала его слишком сильно, потому как мне нужен твердый перец, чтобы он не расплывался и не получилось такое пюре. Мне нужны именно цельные кусочки перца. Он у меня еще горячий, но вы можете оставить его в фольге до полного остывания, и тогда вы сможете легко убрать шкурку. У меня перец еще горячий, но тем не менее шкурку я тоже с легкостью убрала, и теперь нарезаю перец на небольшие кубики. Важно, чтобы перец уже остыл, и только после полного остывания его можно добавлять к оставшимся ингредиентам. И точно так же поступаем со вторым перцем. Очищаем его от сердцевины, от кожицы, нарезаем кубиком и отправляем к оставшимся ингредиентам. Снова все хорошо перемешиваем. Теперь нам понадобится сливочный сыр. У меня Филадельфия, но вы можете взять любой мягкий сыр, творожный, соленый, либо нейтральный. Выбирайте сыр, который вам нравится.
Добавляем и хорошо снова перемешиваем. В принципе, это уже готовый салат. Можно выложить его на блюдо и подавать к столу. Но мы приготовим брускеты. Для этого берем наш поджаренный багет и выкладываем всю эту красоту сверху. Получается очень красочно и празднично. И хоть это обычное бытовое блюдо, его можно приготовить как к завтраку, так и к обеду, но и праздничный стол такие брускеты непременно украсят. При желании вы можете украсить брускеты измельченным луком, собственно, как я и сделала, но также можно выложить зелень, зеленый лук, сыр тертый, все, что вам нравится. Надеюсь, этот рецепт вам понравился. Пробуйте, пишите в комментариях, что у вас получилось. И не забудьте подписаться на мой канал, если вы смотрите мои видео без подписки. Всем спасибо, берегите себя и до скорых встреч. Всем пока!